Сегодня мы приготовим домашнюю маску с отличным очищающим эффектом. Также она замечательно подтягивает кожу, придает ей тонус, упругость и сияние, разглаживает морщины. Нам для нее потребуется никотиновая кислота в ампулах. Приобрести ее можно в любой аптеке, стоит она недорого. Лимон, кипяченая вода и глина. Я беру белую. Она дает отличный эффект на моей коже. Вы можете взять любую другую, которая больше всего подходит вашей коже. К 1 чайной ложке сока лимона мы добавляем 1 чайную ложку кипяченой охлажденной воды и выливаем содержимое 1 ампулы никотиновой кислоты. Затем добавляем глину. У нас должна получиться консистенция сметаны. Наносим маску на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ. Оставляем на коже для воздействия до полного высыхания. Затем смываем теплой водой. Кожа после такой маски очень свежая, чистая на вид, более гладкая и упругая. Прикасаться к ней одно удовольствие. Для своей кожи я очень люблю применять маски-пилинги, которые дают быстрый, выраженный эффект. Сегодня у нас как раз такая интенсивная маска-пилинг, которая замечательно отшелушивает кожу, борется с пигментацией, прыщами и черными точками, укрепляет овал лица, убирает сальный блеск, делает кожу более свежей и молодой. Нам для этой маски потребуется никотиновая кислота. Приобрести ее можно в любой аптеке, стоит она недорого. И небольшой кусочек имбиря. Первым делом имбирь мы очистим, натрем на терке и отожмем сок. Для рецепта нам потребуется 1 столовая ложка свежевыжатого сока имбиря. Добавляем к нему содержимое 2 ампул никотиновой кислоты. Все перемешиваем. Смесь получается ядреной. Осторожно, стараемся не попасть ей в глаза. С помощью ватного диска наносим маску на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ. Особое внимание уделяем проблемным зонам, там, где ярче всего выделяется пигментация, имеются прыщи или расширенные черные поры. Оставляем смесь для воздействия на 20 минут. Затем умываемся водой комфортной температуры. Проводим такие пилинги курсом 1 раз в 7-10 дней в течение 1-2 месяцев. Для сухой кожи применять эту маску нужно реже, не чаще, чем 1 раз в 14 дней. Нам для этой маски потребуется любой питательный крем, которым вы пользуетесь на данный момент. Я бы предложила для этой маски вам взять вот такой бюджетный крем, о котором я уже говорила в одном из своих последних видео. Крем этот очень насыщенный, питательный, и при моей жирной коже ежедневно я им пользоваться не могу, но в качестве основы для ухаживающей питательной маски он подходит идеально. Второй компонент нашей маски – это никотиновая кислота. Больше нам ничего не потребуется. К половине столовой ложки питательного крема мы добавляем 3-5 капель никотиновой кислоты. Все перемешиваем. Наносим маску на очищенную кожу лица тонким слоем по массажным линиям. Оставляем для воздействия от 20 минут до получаса. Потом излишки маски убираем влажным ватным диском. Смывать такую маску не нужно. Такая питательная маска помогает бороться с морщинами, повышает упругость и эластичность и очень полезна для зрелой кожи лица. Сегодня мы будем готовить замечательную подтягивающую, омолаживающую маску с никотиновой кислотой в ампулах. Она очень быстро преображает уставшую, тусклую кожу, насыщает ее витаминами, смягчает выраженность морщин, выравнивает тон кожи. Для маски нам потребуется никотиновая кислота в ампулах, приобретаем ее в аптеке, мед, белок куриного яйца и примерно 1 столовая ложка мякоти банана. Можно предварительно измельчить банан блендером. К белку куриного яйца мы добавим 1 чайную ложку меда, 1 столовую ложку мякоти банана. В последний к нашей смеси вольем содержимое 1 ампулы никотиновой кислоты. Все перемешаем. Наносим смесь на лицо с помощью кисти. Оставляем для воздействия на 15-20 минут. Затем смываем теплой водой.
Максимальный эффект мы можем получить, проводя такие маски курсом 2 раза в неделю в течение 1-2 месяцев. Сегодня мы приготовим простейшую маску с никотиновой кислотой, которая подходит любому типу кожи. Нам для нее потребуется 1 ампула никотиновой кислоты 1%, мед и любое растительное масло. Я возьму кокосовое, но может подойти оливковое, миндальное и даже подсолнечное на самый крайний случай. К 1 столовой ложке меда мы добавляем 1 столовую ложку того растительного масла, которое вы выбрали. Ставим смесь на водяную баню и немного подогреваем. Помним, долго мед греть нельзя, он теряет свои полезные свойства. Затем в эту смесь мы добавляем никотиновую кислоту. Девочки, начинайте буквально с 1 капли и постепенно увеличивайте количество капель. Максимально на это количество смеси можно добавить 1 ампулу никотинки, но возможно вы остановитесь на 5-6 каплях, так же как и я. Все перемешиваем. Наносим смесь сразу после приготовления на очищенное лицо, кистью, избегая области вокруг глаз. Хранить маску нельзя, никотиновая кислота потеряет свои полезные свойства. Время воздействия маски тоже надо увеличивать постепенно, начинать с нескольких минут, и если переносимость хорошая, то можно держать маску до 20 минут, затем смывать прохладной водой. Лицо после маски может покраснеть, эта краснота постепенно пройдет. Эффект мы получаем как от хорошего пилинга. Лицо светится чистотой, морщинки выглядят менее заметными, кожа напитана, увлажнена и подтянута. Теперь о мерах предосторожности. Никотиновая кислота может вызвать сильнейшие аллергические реакции, поэтому перед первым применением смеси обязательно, девочки, реально обязательно делаем тест на аллергию на сгибе локтя и только после него наносим смесь на лицо. Также еще раз напомню, что начинать лучше буквально с 1 капли никотиновой кислоты и постепенно увеличивать количество капель. И время воздействия маски мы также увеличиваем постепенно. Подписывайтесь на мой канал Positive MM, а также на мой инстаграм. Миллион полезностей. Пока-пока, до новых встреч!